Всем привет, ребят! Сегодня я хочу попробовать новую рубрику у себя на канале, типа что-то новостей. В общем, не знаю, как получится или нет, это мое такое первое пробное видео. Если получится, то будет хорошо, буду дальше выпускать. Если нет, ну нет, значит. Ладно, начнем с того, что у меня почему-то получился такой блог Евровидения, наверное, из подборки новостей. А начнем с того, что один из вокалистов группы Амба, Бьорн, заявил, что группа может выступить на Евровидении, как воссоединиться, но как мы помним, что в следующем году Евровидение будет в Швеции, и благодаря Орин Евровидение там будет происходить, но также в следующем году исполняется 50 лет с момента победы группы Аббы на Евровидении. Что тоже очень значимая дата, и как бы у меня такие мысли, может быть, специально Орин дали победу в плане того, что сделать такой юбилей, тут победа 50 лет с момента победы Аббы, плюс опять снова Евровидение в Швеции, и тут в Арину у нее вторая победа, что это еще может быть более грандиозно. В общем, один вокалист говорит, что возможно соединение, второй вокалист говорит, что невозможно соединение. Вы как считаете? И как вы думаете, что будет соединение все-таки или нет? Я думаю, что возможно взять голограмму, допустим, и включить в рамки Евровидения вот этот. Либо, но опять же, все Евровидение не будет же, конечно, построено вокруг Абба. Но мне кажется, все-таки можно было до Евровидения один раз воссоединиться, типа как отпраздновать такой юбилей, хотя бы на Евровидении. И как бы все, дальше разойтись по своим дорогам. Но мне кажется, все-таки возможно это соединяться они. Ну, либо как-то что-то будет все-таки связано с Аббой, может, как ведущие будут, может быть, какие-то моменты ставятся. Дальше продолжаем тему Евровидения и Орин. После победы Орин у нее, как бы, можно сказать, открылось второе дыхание. Именно в концертной деятельности у нее очень масштабный тур будет происходить на протяжении этого года. В общем, и также она подписала еще контракт с записывающим лейблом Iceland Records, что тоже очень клево для нее, потому что там такие очень много мировых звезд подписаны. В принципе, это, мне кажется, опять же, Евровидение напоминает об артистах и дает очень хороший старт, чтобы вернуться снова на сцену. Почему бы и нет? Дальше у нас горячо моя любимая группа Хатери, которая уже выпускала очень давно ничего. В общем, потому что там Матиас непонятно, он ушел из коллектива, не ушел из коллектива, потому что официального ухода не было заявления, то, что все, я покидаю коллектив. Нет, просто он типа приостановил деятельность, что ли. Но все фанаты, конечно же, ждут песни от Хатери. Я в том числе, я очень обожаю эту группу. У Клемиса, кстати, тоже новая песня вышла. Но смысл в том, что у Хатери появился новый участник. Сейчас я зачитаю его. Давид Торкартинарсон. Простите меня, если неправильно так прочитала. Я здесь, конечно, продублирую. Потому что появились в аккаунте новые фотки. Очень яркие. Между прочим, он уже работал с ними над песней, и поэтому он вообще рэпер, артист и как музыкант. Очень даже интересно, в каком он будет статусе. Займет ли он Матиаса на вокале, либо Клемен займет место Матиаса, а Давида взяли как на место Клеменса, может быть так. Либо это будет чисто рэп с одной, в песне. Но образы все очень классные, ребят, опять же. Неизвестно, что будет, но очень интригующие. Лично мне это прям хотелось бы послушать и понять, в каком русле дальше будет группа уже действовать, либо не действовать, либо останется два только Клеменс и... Я забыла барабанщика имя. Он постоянно не мелькает, как бы, и забывается. Сейчас скажу. Просто непонятно существование группы, как бы, и нет официального, что группа все закончила существование. И опять же, и нет никаких новых у них музыки, вот. Но фанаты ждут. И вот мне просто интересно, останется все-таки дуэт Клеменс и Инар, либо все-таки Давид, он уже как будет полноценный третий участник. Просто ничего тоже не известно, ничего не понятно. Но все-таки очень интересно. Дальше.
Я тут пропустила момент о том, что хатеры будут выступать на фестивале Iceland Airwaves, который пройдет в Рейкьявике со 2 по 4 ноября в обновленном составе. Вот такие дела. У нас Казахстан уходит с детского Евровидения, потому что они заняли не очень высокие места на Евровидении, и как бы они считают, что нет смысла тратить на это деньги, и я думаю, что это правильное решение. Если это не приносит удовольствия никакого результата, и как бы с тем учетом, что у них офигенный был участник на детском Евровидении, и не дало это никакого результата, то, в принципе, всегда можно вернуться, опять же, на Евровидение. Просто в данный момент, да, это большая трата денег, как бы впустую. Я считаю, что они поступают правильно. Если уходят, ну, ушли. В любой момент всегда можно и на Евровидение вернуться и побороться за места. Если не считать, что в данный момент это очень хорошо будет влиять на экономику, может быть, на то, что деньги не впустую тратить, то почему бы и нет. В принципе, на детское Евровидение не так популярно, как взрослое Евровидение, но тоже оно существует и имеет место быть существованию, поэтому вот так. Дальше у нас страсти по Måneskin, потому что очень неприятная ситуация произошла с вокалистом Дамиана, так как вы знаете, что в сеть слили видео, где он целуется с лучшей подругой басистки, и как бы это произошло до того момента, как ребята Дамиана и Джорджия сообщили о расставании. Если бы, конечно, они раньше об этом бы сказали, и видео попало бы в сеть, то это уже было бы не так шокирующе для фанатов, для, может быть, фанатов пары именно их, потому что это все произошло очень-очень резко, непонятно, и, конечно, все были в шоке, потому что сразу все начали обвинять Дамиана в измене Джорджии. Как бы потом ребята выкатили тоже стейтменты о том, что они уже давно разошлись, но при этом хотели сохранить интригу. Как бы, ну, это вот именно то, что вот это все в такой было тайне, поэтому такое, мне кажется, немножко волна хейта на Дамиана пошла в плане того, что все посчитали, что он изменил. Как бы мы не знаем их личную жизнь, опять же, мы не можем их осуждать, потому что ребята принимают сами, они уже взрослые, конечно, они принимают сами решения, но все-таки, наверное, надо было бы лучше, конечно, сообщить. Это как бы не сильно бил бы по репутации Дамиана и группы в целом. Вот, то есть там и Джорджия начала немножко оправдывать Дамиана, что вот нет, мы все разошлись, и он только после этого. Как бы я считаю, что все-таки надо было заранее сказать, и уже бы не было никаких проблем, и как бы что с той стороны, то есть Джорджи и Дамиана было бы в этом плане легче, не пришлось бы как-то объясняться, как-то волну вот этого хейта на себя ловить. И, ну, опять же, они опять на слуху, Måneskin или Måneskin, кому как удобно, вот, поэтому вот такие страсти по Måneskin или Måneskin, вот. Дальше у нас российские новости, это выход новой песни Wild Boys и Маригу, песня «Я тебя тоже», кстати, которую я сняла реакцию, вы можете посмотреть на канале. Песня мне очень понравилась, не знаю, как фанаты с той стороны относились к такому необычному союзу музыкальному, то мне бы даже очень хотелось почитать, как они отнеслись к этому и как фанатам вообще песня зашла. Но лично мне понравилось, так как я не являюсь фанатом ни с той стороны, то мне песня очень понравилась, и поэтому могу сказать, что можно есть из чего послушать и выбрать. И закончим, наверное, сегодня Рамштайн. Как вы знаете, что у группы приключения не очень хорошие в данный момент. Ребята в туре находятся, и пару недель назад против Тиля была сообщена такая история о том, что Тиль применял насилие и сексуальное насилие в плане фанатки, которая об этом сообщила. Я, так как являюсь фанатом Рамштайн, для меня это... Я не могу быть объективна, наверное, с этой стороны, потому что я не хочу касаться этой темы в плане того, что это должна разбираться, опять же, юристы, полиция, как-то все выяснять между... наверное, между группой, между людьми, которые вот это все произошло, и как бы не должно быть ни со стороны осуждения, хейта, как-то
непредвиденных высказываний в сторону ни той девушки, ни в сторону Тиля, особенно, ну, как бы, ни в сторону группы особенно, потому что, опять же, это бьет по имиджу группы. Да, мы все знаем, какая группа Рамштайн, провокации и тому подобное, это всегда у них было. И всегда они с этим шире. Вот, и то, что может быть, это сейчас стало популярно, может быть, нет. В принципе, все знают, какие бывают вечеринки, рок-вечеринки, что-то может быть. И опять же, все зависит, ну, от человека, может быть, хочешь, не хочешь. А, Это, короче, очень-очень печальная ситуация. И, в принципе, сейчас стали отказываться с группой, всякие рекламные контракты, и нету, опять же, Universal Music Group тоже не будет в данный момент как-то либо раскручивать группу, как-то либо продавать их диски именно в плане раскрутки, ну хотя и без раскрутки у Рамштайн, в принципе, популярность довольно большая. Ну, в данный момент может, конечно, сейчас и пострадать эта популярность, ничего не понятно. В общем, у Тиля там юристы также начали работать, полиция Германии стала разбираться с этим. Вот я считаю, что с этим должны разбираться органы, те, которые компетентны в этом, но никак не фанаты, никак не кто-либо еще. Ребята там, конечно, выпустили всякие заявления в поддержку Тиля, в поддержку этой девушки, но так, потому что это может оказаться многословным, а может быть нет, поэтому это все ничего не понятно, поэтому я как фанат вообще просто читаю эту новость и все. Я не могу не осуждать ни ту девушку, не могу осуждать ни Тиля, потому что мы не знаем, что там действительно было, и мы не знаем, как на самом деле все это проходило. То есть я отношусь, наверное, как-то нейтрально, потому что нельзя быть многословным, нельзя, наверное, быть не нужно мнение, как бы вставать на оба лагеря, надо вот быть посередине, и этим пусть занимаются реально компетентные органы, которые действительно могут расследовать, могут понять, что и как. Вот. Но, опять же, это, конечно, да, все бьет очень сильно по имиджу, и непонятно, что дальше потом с группой будет, как дальше у них будет, ну, развиваться. Но пока концерты sold out, они идут, и никто ничего не отменял. В общем, вот, ну, только именно вечеринки отменили. Нулевой ряд, это где именно вот идет фан-зона, а перед ним стоят девушки. На питерском концерте тоже там были девушки. Это я точно видела своими глазами. Девушки, которые мини-юбки, все такие раскрашенные. Вот, и они стояли в нулевом ряду. Вот это, который очень-очень прям вот так вот к сцене ты стоишь. Вот. Они, кстати, между прочим, вышли... Всех запустили, только они потом зашли. Но они тоже были шампанскими, между прочим, с бокалами, с всякими, ну, с бокалами спиртного, вот, если что. Поэтому вот так. Это, короче, очень неоднозначная ситуация, очень непонятная ситуация. Кто прав, кто виноват, то это должно разбираться органы. В общем, вот такие у меня были новости. Я не знаю, как вам понравилось или нет, поэтому пишите в комментариях и... продолжать такую вообще рубрику или нет, может быть, раз в 2 недели, может быть, раз в неделю будет выходить. Ну, я, в общем, подумаю, как это сделать. В общем, всем спасибо, всем приятного вечера, может, дня, утра, я не знаю, когда вы смотрите. И всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!